Не всегда есть время, место и люди, с которыми ты можешь вот такие вопросы обсудить, которые на самом деле очень важные. Где ты можешь соединиться со своей внутренней частью, хотя бы попытаться осознать, кто ты и куда ты движешься и зачем ты туда идешь. Я Александр Стручаев, я автор этого ретрита. Вообще я магистр психологии и преподаватель психологии. Последние несколько лет, то есть 10 лет, я интересуюсь и психологией, и духовным развитием. Я создал этот ретрит для своих участников как решение той проблемы, с которой я боролся раньше сам. В чем основная идея ретрита? В том, что мы живем в очень шумном мире, в котором происходит множество событий, в том числе много разного хаоса и очень много учителей, книг, мнений. И в этих мнениях и в этом огромном потоке информации очень сложно найти себя, очень сложно себя услышать. И, к сожалению, наш мир, современный мир, он не создан так, чтобы помочь тебе понять себя. Да? И иногда мы нуждаемся в неком путешествии, где у нас есть возможность побыть собой, где таким образом организовано пространство, чтобы помочь тебе себя услышать. И целью этого мероприятия является помощь людям в понимании себя, своих ценностей, своих мотивов, изучение, да, то, что человеку нравится на самом деле, и чтобы человек с этими знаниями спланировал, как он будет дальше жить, чтобы жизнь была его рутинная, простая жизнь была естественным продолжением того, кто он есть. Я приехала сюда за смыслом. Вернуться к себе. Я дуже люблю ретрити. Саша Стручаева. Наверное, понять, кто ты, зачем ты. И это больше про то, чтобы почувствовать себя настоящим. Вопреки тревожности, страху не бояться показывать себя миру и оставаться собой, то есть оставаться честной, искренней и аутентичной. Не цікавила навіть тема, я знала, що я знов прийду до себе. Получить то, что ты не знаешь о себе. Основная задача этого ретрита сделать следующее. Создать тихое место, где можно медленно, качественно подумать о том, чего я хочу от этой жизни на самом деле. Очень часто в нашей жизни огромное количество действий, огромное количество рутины и операционки или суеты. И очень часто эти действия – следствие необдуманности, следствие того, что мы не знаем, чего мы хотим. И иногда, чтобы выйти на какой-то более качественный уровень нашего сознания или жизни, в целом нам не нужно больше действий, нам нужны качественные действия. Нам нужно одно действие, которое все изменит, или одно решение, которое все изменит. Но это решение, оно не рождается в суете, оно рождается, если об этом подумать, если созреть к этому решению. Я, в общем, был без интереса туда, куда я иду, я не совсем понимал, куда мне нужно идти, что я сейчас испытываю, что я хочу испытывать. Но это все потому, что у меня был расфокус. Расфокус в моих каких-то желаниях, в моих каких-то целей. Бывает такое, что вот, просто где-то находишься в какой-то струе. И не хорошо, и не плохо, но в то же время не интересно, не любопытно, нету цели. До ретрита в каком-то смысле потерянная. То есть внешне я была сфокусирована на работе, на делах, на обязанностях, на экзамене. Но внутри ощущала потерянность, пустоту, бессмыслие в каком-то роде. Why are we here? Почему мы здесь? How did that happen? Как это вообще произошло? Is it just a coincidence? Это просто совпадение? In this life, most people, they're very busy and they're having to go from one doing to another doing. And from one side you could say a retreat like this is a bit like servicing your car. You take the car off the road for a period so that it can be refreshed and renewed and ready for some more miles.
From another sense, you could say that in this pressure that people feel in order to do and accomplish a lot, we neglect the basis in our ability to reflect, to act from inner peace and strength rather than in a reactive way. So a retreat like this helps people reset their direction so that they're ready for action, but with fresh inspiration and energy and a sense of newness and even wonder. Мои представления о себе, то есть, вот как я думала раньше, оказались вообще не тем, что есть на самом деле. То есть я узнала себя совершенно с другой стороны. Часть ретрита построена на исследовании, часть ретрита построена на неком планировании, создании видения, что мне теперь с этими желаниями, искренними, честными, как это внедрять в свою повседневную жизнь. И таким образом мы углубляемся и как бы выныриваем. Да, такая большая стратегическая сессия, как жить дальше в течение 7 дней. У меня есть видение, чем я буду заниматься дальше. У меня есть понимание, с какой я энергией это буду делать. У меня есть смысл. Я уже вижу больше своих желаний, стремлений. Я уже знаю, как я хочу. И на этом ретрите я смогла намного лучше узнать себя. То есть в последнее время у меня были какие-то гипотезы о себе, там, например, какие у меня есть ценности и так далее, но я вообще не представляла, как на самом деле они проявляются, что мне нужно делать в жизни, чтобы этих ценностей было больше, как вообще выстраивать образ своей жизни. То есть этот ретрит в первую очередь дал мне ясность. Ясность и смелость просто брать это и делать. Если ты чувствуешь, что есть готовность вести за собой людей, но не знаешь, с чего начать, обрати внимание на курс «Тренер». Этот курс специально создан для людей, которые начинают свою тренерскую карьеру. Этот курс также будет очень полезен для коучей и психологов, которые уже не хотят работать один на один и чувствуют, что они будут более полезны с группами. Либо в целом работа с группами для тебя может быть более органична. Также этот курс для людей, у которых есть специализация в области NLP. Если вы уже NLP-мастер и вы хотите сертифицироваться как NLP тренер, курс тоже для вас есть отдельная ветка по повышению квалификации. И если ты предприниматель, HR или руководитель, у тебя есть команда, и в твоем сознании ты понимаешь, у тебя такая культура, что важно вкладывать в команду, не просто выжимать, использовать людей, а взращивать, этот курс для тебя будет максимально полезен. Сейчас я расскажу почему. В этом курсе ты научишься быть харизматичным и влиять на людей естественно, не притворяться тем, кем ты есть, а найти свою харизму и свой стиль лидерства, свой стиль преподавания. Ты научишься работать с участниками разного уровня и с разными психотипами. Для тебя не будет каких-то сложных участников. Ты избавишься от своих страхов в публичных выступлениях. Если я скажу не то, будут какая-то критика или какой-то хейт. В общем, мы разберем все самые сложные кейсы, и ты получишь такую подготовку за несколько месяцев, которое огромное количество людей не получает десятилетиями. Это я тебе обещаю. Мы создали супер крутую программу с очень насыщенным опытом. И самое важное, мы даем современную методологию образования. Как создавать таким образом упражнения, как мотивировать людей, как общаться с ними, как строить дизайн их опыта буквально по молекулам. Люди, заходящие в твои программы или в твои учебные процессы, будут получать очень четкие инструкции, будут формировать нужный опыт, нужные навыки, нужное мировоззрение и нужную мотивацию. И все это ты сможешь конструировать в буквальном смысле как дизайнер, как творец. Поэтому, если ты хочешь стать по-настоящему профессионалом в обучении других людей, создавать дизайн программы, которая меняет людей, и потом учиться управлять группой, чтобы доводить людей до результата, тебе нужно тренерский. И что еще последнее нужно помнить. Это первый и последний поток, который я провожу вместе с экспертами. У нас будет несколько экспертов в этом курсе, и такого потока больше не будет. Это уникальное предложение. У тебя будут уроки в записи с теорией, которые ты всегда можешь пересмотреть. У тебя будут эфиры каждую неделю с опытным тренером, который будет делать демонстрации, как работают тренерские технологии. Ты будешь отрабатывать все это в группе, очень много практики. И также у тебя будут свои мастерские группы, в которых ты будешь
проводить все упражнения под супервизией кураторов. И последнее. У нас будет 3-дневный интенсив в Валенсии, где 3 дня мы будем работать над тренерскими техниками, над искусством выступать публично, работать со сложными кейсами, группами, сложными ситуациями. В общем, ты пройдешь школу тренеров, которой нет аналогов сейчас, потому что у нас огромное количество суперкрутых тренеров, каждый в своей области, и есть международные тренеры. И финальное, только для YouTube действует скидка 15% по промокоду HAPPY. Ссылка ниже в описании. Почему именно формат ретрита, а не онлайн, и почему не один день какого-то семинара? Потому что у меня есть разный опыт работы и онлайн, просто с помощью онлайн-сессий, и офлайн 2-дневных мероприятий. И в какой-то момент я понял, что человек нуждается в определенной глубине. И, например, если мы говорим, что существует сауна или баня, и когда ты заходишь в баню, ты первые 10 минут прогреваешь какой-то слой своей кожи. Потом ты выходишь, отдыхаешь 10 минут или охлаждаешься, заходишь второй раз, и ты прогреваешь глубже уже какие-то мышцы. 3-й раз ты начинаешь прогревать какие-то глубокие слои себя и уже внутренние органы. И тогда, соответственно, баня работает таким образом, что выходят токсины и так далее. И когда человек работает онлайн, проходит какой-то тренинг, он смотрит полчаса, час какую-то онлайн-программу, он получает инсайты, а потом он после этого часа выходит в свою простую жизнь, и там у него множество стрессов, проблем, и какой-то эффект от программы стирается за секунду. Или человек приходит на 2-дневный тренинг, он работает 2 дня, но потом он идет и 5 дней работает в своей привычной среде, и этот эффект 2 дней длится не больше недели. То есть, по сути, мы не успеваем прогреть человека до уровня его внутренних органов, точно так же какие-то психологические аспекты не прорабатываются за день и за 2. Нужно постепенно углублять человека. И раньше я занимался ретритами, которые длились и 9, и 10 дней, да, и я считаю, что оптимальная форма – это неделя. И, собственно, в этом и смысл ретрита, что мы в течение 7 дней мы занимаемся только одной задачей, да, и человек не успевает отвлечься на какие-то свои проблемы, рутину, он все время в классном пространстве, из которого, собственно, нет выхода. И именно это, то, что нет выхода, то, что мы 7 дней интенсивно занимаемся, дает нужный эффект, мы прогреваем человека до нужной степени, и тогда эти изменения, они как будто бы глубже проникают в нашу психику, в наши мышцы, в нашу эмоцию, и когда человек возвращается после таких ретритов, сложно сказать, что возвращается тот, кто на него уехал, да, то есть происходят такие изменения за неделю, которые, можно сказать, несокрушимы, да, и тогда проще меняться. Ты приезжаешь другими, меняешь свою жизнь по то, кем ты стал на этом ретрите. Поэтому я очень люблю такие выезды. Это уже 2-й ретрит, на котором я была. Первый был путешествие героя на Тенерифе. Не было ожиданий никаких от ретрита, потому что я уже видела, как это происходит, уже видела, какая это максимально экологичная атмосфера, какие потрясающие люди здесь собираются, какое создается просто какое-то энергетическое поле. Хотя я не очень такой человек, который думает о чем-то духовном, об энергии, я больше материальный человек, но здесь, на ретритах у Саши, действительно происходят какие-то магические вещи. И ты уже становишься чем-то, не знаю, большим, чем ты был раньше. Ты начинаешь думать о таких вещах, о которых никогда не думал раньше. И тем более здесь одним из тренеров был Питер Врица. И это просто про максимальную глубину, про что-то невероятное. This retreat, which was held at Nirata in Bali, its main focus in a way was to give people a chance to really renew their sense of direction in a deep way. And when people explore their direction and the things around it, like their values, their sense of who they are, many things happen in their life that are to do with creating a kind of transition point between
what came before the retreat and what comes after this beautiful, enriching experience here. Этот ретрит для меня каких-то очень глубоких путешествиях в места, в которых я еще никогда не была. Какая-то часть меня немножко боялась себя проявить. Благодаря вот условиям, которые здесь создались, место, силы и, конечно же, люди, которые создали вот такое пространство, где вот эта сторона повернулась к другим, потому что все другие также начали поворачиваться ко мне, и я увидела, насколько в этом есть сила. То, что я в себе открыла здесь, это более глубокий уровень, как будто бы понимания людей. Для меня это поиск себя. И в этом месте, с этими людьми, в этом комьюнити, благодаря конкретным практикам и благодаря тому, какая атмосфера была на протяжении всего нашего пребывания здесь, это, конечно, принесло очень большие плоды. И на текущий момент я могу сказать, как бы громко это ни звучало, но у меня есть понимание себя. Було багато напруження, було багато стресу, було мало контакту із собою, із своїм тілом. А зараз вже є більше легкості, я навчилась усвідомлено дихати, і мені це допомагає. Учасники підсвітили мені стільки про мене хорошого, я не бачила цього в собі. А тепер я це бачу і розумію, що я унікальна, я класна, і скільки в мені є хороших рис, і мене це окрилює і надихає. Какие-то такие вещи узнала о себе, которые я не предполагала даже. My part of the retreat came, I think, about the 4th or 5th day, and one important purpose was to build on what I understood was the process and work that the group had done with Sasha in the first 4 or 5 days. So they were already in a way warmed up, and they'd gone through a process where they were progressively going deeper into themselves, and they had looked at values, their sense of self, their roles, and I tried to put that in the context of a deeper level of spirit by creating a space of sensitivity, trust, in which people could let some of the doubts, the questions, the things that come up from process to be explored and resolved in a good way. It was also very important for me to deepen the sense of which people were not only working alone and for themselves, but that the group field and the context, the community, was something in which each person was giving something and each person was receiving something from the whole. So that if we'd been there on our own, or if different people had been there, it would have been a different experience and a different process. But together there's an energy, a field and a force that's very powerful in supporting the ripening and the development of each other, so that we were working deeply on ourselves but supporting the process in other people. We use the example of popcorn, you know, when you warm up the pot, and then, you know, first one popcorn pops and then others pop.
So there becomes a field in which there's a liveliness for transformation and growth to happen. Я для себя обрела то, чего не могла найти нигде. И я вообще сюда приехал с женой, с которой вообще не контактировал. Это вторая история. Какой-то новый взгляд на наши отношения. Я увидел ее с другой стороны. Ну и это, скажем, зародил какой-то импульс к развитию наших отношений. Я приехала сюда с мужем, и какие-то вещи, о которых мы не говорили никогда, мы 11 лет вместе, но о чем-то мы не могли поговорить. Здесь мы нашли в себе силы, смелость и желание это сделать. И не просто поговорить вдвоем об этом, а в присутствии людей, которых мы там не так много знаем. То есть это помогло нам раскрыться и узнать друг друга еще с одной стороны. Well, the whole retreat is built around a process that brings people into a deeper sense of connection with their true self, with their inner being. And the more they come into connection with that sense of fundamentally of being at home in themselves, the more their relationship with the fears and interferences in life become manageable. And that grounding in your own being helps dissolve the fears and gives you the strength and presence to deal with them. So we like to have a climate in which people can let things surface that have been bothering them and let them dissolve in a good way so that they come back to a deeper sense of their own wholeness and well-being, their own readiness to do something beautiful in this world. Появилось ощущение, что я дотянулась к тому, что действительно важно, что действительно нужно на данный момент. И в целом, на самом деле, причина, почему я ехала сюда, почему я внезапно все-таки решилась, написала, это просто-напросто попытка помочь себе. Я решила послушать себя, отпустить все и сейчас буду плакать. Вот какие-то части моей жизни, которые уже были. Когда я приехала на Бали, они начали отпадать. Это как, знаешь, когда стартует ракета, и она теряет 80% усилия для того, чтобы просто оторваться от земли. И вот это момент был у меня. Отпала работа, отпали какие-то финансовые возможности, отпали еще что-то, и у меня, как бы, знаешь, такое... Почему-то внутри было такое спокойствие, доверие. Хорошо, я доверяю, веди меня. Я хочу узнать, как это может быть. Вернется, вот не та Алина, которая уезжала, это 100%. Мне кажется, что ретрит не подходит для людей, которые боятся. Не значит, что бояться это плохо. Мы все чего-то боимся, я тоже чего-то боюсь, но бояться меняться, нормально. Если вы боитесь изменений, то вам пока не нужен ретрит, вам нужно скорее почитать какую-то информацию, удовлетворить свою потребность в том, чтобы что-то знать, узнать, разобраться. Но если у вас есть действительно потребность измениться, ретрит, мне кажется, не лучшее место, потому что ретрит – это то место, где вы потеряете контроль над своим привычным миром, над своими привычными защитными механизмами, где вас ведут другие люди, и где, может быть, даже вы не знаете программу. А может быть, даже вы читаете программу, но вы не очень понимаете, что на самом деле будет происходить. Что, собственно, я и делаю. Большая часть людей, которые попадают ко мне на ретриты, они не знают программу, и на 30% я и сам ее не знаю. То есть я намеренно не создаю какую-то большую часть программы, чтобы у меня было свободное пространство, чтобы группа могла наполнить
своим опытом и своими идеями эту встречу, или вдруг ко мне придет какая-то классная идея, которая будет сейчас актуальна группе, и тогда это мероприятие, оно не душное, не структурированное, оно получается живым, оно получается настоящим, где есть место творчеству, спонтанности и структуре. Я как второй раз на ретрите у Стручаевой команды, и как на первом ретрите у меня не было ожиданий, и здесь тоже не было ожиданий, потому что столько всего происходит, и я всегда иду туда с доверием. I do think you need to have a little bit of a sense that this is something for you. This is something that you want to do, that this is a good time for you to do this, that there's something here that you feel would be valuable for you. I think that's the main thing, because then you have like an interest, a direction, a desire, a focus that allows things to move inside you and in relation to others. На этот ретрит я приехал лишь по одной причине, потому что я знаю, кто проводит этот ретрит. Идти на зов свой внутренний. Я когда услышала о ретрите, это было то, что я знала, мне надо точно туда поехать. То есть у меня не было сомнения, что может быть не в этот раз, или как-то или там не поехать, я не знаю. Вот у меня была точно уверенность, що я должна сюди приїхати за чим-то очень важним. Бо в тій метушні, в тому житті, яке я проживаю, мені дуже цього не вистачає. І я інстинктивно, всією душою, я відчула, що я це потребую. Мене не цікавила навіть тема, я знала, що я знову прийду до себе і вернусь додому іншою. І це навіть знають мої діти, вони вже чекають, що мама приїде в ресурсі. Знак Вселенной, да, что хватит метушиться, обратить внимание на себя. Потому что чаще всего в моей жизни и до этого была работа, учеба, все вот как бы. И какие-то такие послания, да, от Вселенной, типа на себя, концентрация на себе. И я это, не сейчас, потом, когда-нибудь потом, мне еще надо сделать это. И вот этот толчок, да, можно сказать, как подарок от Вселенной, что вот нет себя, и ретрит так называется, да, вернуться к себе. Я приїхала як додому. Це вже вдруге, да, до Олександра. Тут, звісно, ще Пітер. А взагалі своїм таким місцем сили створеним. І це багато для мене. Це якийсь такий подарунок долі. Хотя все говорили, куда? Мой муж говорит, куда ты со спиной пойдешь с поломной спиной в какую-то даль? Это первый раз я такой длинный перелет делаю. Это... И здесь я себя чувствую хорошо, я двигаюсь, это все, мы делаем все упражнения. Я йогу первый день думала, ой-ой-ой-ой. Я делала, что я могла, но каждый день. Я, в принципе, относительно недавно нашла Сашу в конце 2024 года. В конце 2024 года, и первый продукт это был НЛПшный курс. И где-то через неделю после этого он анонсировал то, что будет поездка на Бали. И я как-то, я не знаю, как-то пальцы начали действовать, что-то бронировать, куда-то писать, что-то делать. И потом все подстраивалось под это. У меня не было ни единого препятствия, планируя этот трип. Мне очень было страшно выйти за рамки себя. В каком формате? Раньше я не разговаривала. То есть я не говорила вообще в принципе на такие темы. И, скорее всего, вряд ли бы могла дать интервью, подобные вообще вещи в подобном формате. Сегодня у меня нет страха. Сегодня у меня нету какой-то зажатости. Сегодня я точно могу сказать, что это меняет. Это меняет тебя в первую очередь, это меняет твою жизнь. Почему на мои ретриты приезжают еще раз и еще раз? Потому что я раздаю кокаин. Если без шуток, то мне кажется, ретрит и
возможность попасть на ретрит очень много зависит от того, кто создает такой ретрит, кто создает в целом мероприятие. Потому что мероприятие создано для того, чтобы человек получил определенный опыт. Определенный опыт – это определенное переживание, чувство, которое он создает. И ретрит для автора и для меня, как для автора, это возможность создать некий мир, небольшой мир, который будет длиться 7 дней, некая небольшая вселенная, которую я могу сконструировать для людей. Эта вселенная – это последовательность определенного опыта, упражнений, психологических техник. Да, то есть я, как автор, могу создать некую последовательность кирпичиков опыта, и человек, проживая небольшой ретрит, правильно сконструированный в течение 7 дней, проживает как будто целую жизнь. Да. Он попадает в некую параллельную вселенную, где можно построить все, что угодно. И мне кажется, что это ключевое, что люди приезжают за определенным опытом, который они иногда в своей жизни могут проживать несколько лет, просто рывками или в разной последовательности. Да. А ретрит – это хорошо сконструированное здание, в которое ты заходишь, здесь все есть, и ты как бы учишься в разы быстрее, и с этим новым опытом ты возвращаешься в свой мир и внедряешь этот опыт. Поэтому я думаю, что люди приезжают за классным, интенсивным, качественным и быстрым опытом, который невозможно получить в своей обыденной, размеренной жизни. Не всегда есть время, место и люди, с которыми ты можешь вот такие вопросы обсудить, которые на самом деле очень важные. А здесь каждому это действительно важно, поэтому это самое идеальное условие. Лучше не придумаешь, где ты можешь соединиться со своей внутренней частью и хотя бы попытаться осознать, кто ты и куда ты движешься и зачем ты туда идешь. И это действительно волшебное место, которое открывает все самые-самые тайные, такие душевные, очень важные вещи, штучки, я не знаю, как это назвать, которые действительно просто помогают тебе чувствовать себя лучше, чувствовать себя более живым, чувствовать себя, ценить больше то, що ти маєш, і вообще видеть эту ценность во всьому вокруг. Окрема історія, звісно, підняття на Батур. Це теж як з одного боку як ритуал, як випробовування самої себе, теж там відмова від деяких прийняття свого ритму теж було, тому що я звикла йти з усіма, а тут мені прийшлося йти трохи ззаді. І це вже не було про ззаді, а це було про прийняття свого ритму. Меня коснулось очень много аспектов жизни, куда я никогда не смотрела. И сейчас это все вот так просыпается. И вот какая-то такая мощь идет. И это особенно было видно, знаешь, когда мы поднимались на вулкан, со всеми этими занятиями я спала, ну, там куча приключений, ну, в общем, где-то, наверное, максимум я спала 45 минут. Это я, которая встаю самой последней и еле просыпаюсь, а тут я сплю очень мало и иду на вулкан. Я не знала, что это. Оказывается, он такой, там надо вот так. Ну, я знала, что это идти надо, но я не знала, что это физически настолько тяжело. И то есть я уже придумала фразу, как я скажу, что я вернусь. А получилось, я дошла. И встретила этот рассвет. Я спустилась и целая. Самое главное, наверное, в ретрите – это выбрать просто мастера, которому ты доверяешь, и ехать на ретрит с полным доверием. Что он позаботился о том, как мы будем проживать эти процессы вместе. И самое первоочередное, наверное, даже не это. Это то, что он, будучи собой и зная, что он делает, он привлекает таких же людей, готовых открыть этот ящик Пандоры. Я не провожу
какие-то развлекательные форматы, и обычно на наши ретриты есть некий отбор, то есть мы не приглашаем всех людей. Точнее, мы приглашаем всех, но мы отбираем людей, которые поедут. И мы очень часто отсекаем людей, которые едут там, на вечеринки или просто от скуки, или они ищут какого-то спасения. Да, то есть мы скорее ищем тех людей, которые сами готовы меняться. И за счет того, что я хочу делиться, люди хотят меняться, у нас есть методология, поэтому это работает. Сейчас я ощущаю в себе эти силы и это желание действительно менять жизнь. Она уже изменилась однозначно на этом ретрите. И просто поддерживать это и дальше узнавать себя, любить себя. Как сегодня прозвучала фраза, что люди, которые не любят себя, они не знают себя. И это мне очень откликается. То есть все мои стороны, которые я считаю теневыми, там, например, неуверенность в себе и все вот это все про принятие, про понимание, просто про понимание себя и про любовь к себе. Вот о чем для меня был этот ретрит, и это было действительно очень ценно. Очень важно, чтобы мы все в целом пытались себя понять чуть лучше, потому что когда ты понимаешь себя чуть лучше, то ты начинаешь жить по-настоящему. И такое ощущение тепла, нежности, это вся зелень, которая вокруг, это уже просто само место трансформирует. Когда ты начинаешь общаться с людьми, соприкасаться с их жизненным опытом, проходить через те задания, которые дает Саша, ты еще больше трансформируешься. И потом же эта же трансформация будет открываться еще после, какое-то послевкусие, раскрытие. И когда мы писали намерения перед ретритом, каким я себя вижу через полгода и как я хочу, у меня почему-то сейчас есть вера в то, что это на 85% сбудется. Я буду, конечно, к этому прикладывать усилия, но опыт людей, с которыми ты соприкоснулся, подсказывает тебе, что это возможно. Первый аспект – это мой собственный опыт. Я сам проживал нечто подобное, и сам очень много учусь, и у меня есть чем поделиться так называемых точек А или точек Б. Да, я являюсь примером того, что изменения возможны. И когда я смотрю на людей, которые не могут измениться, я вижу, что какой-то опыт они не проживают. Я понимаю, почему они не проживают. У них нет этих условий. И ретрит помогает сконструировать этот опыт и мне передать этот опыт. Поэтому, с одной стороны, я являюсь носителем тех знаний, которые я передаю. Плюс мое мышление, я очень практичный человек, очень прагматичный. И пока я не разобрался в том, как что-то работает, мне прям сложно об этом говорить. И то, что я говорю, всегда прожито, обработано своей кровью, своим потом. Да, я знаю, о чем говорю. И это существенно влияет на людей. Потому что, когда я говорю то, что я знаю, люди ощущают эту уверенность, они наблюдают мою собственную конгруентность, соответствие моих слов моим действиям, моим переживаниям. И это дает людям веру, что это возможно. Потому что иногда нам кажется, что изменения невозможны, мы не видели примеров. И это дает людям веру, и эта вера в то, что изменения возможны, это уже половина работы. И когда ты говоришь и своим примером показываешь, как можно, меня это всегда восторгает и дает заряд жизненной энергии, и дает уверенность в том, что так можно, и можно так действовать. И что твое желание, твое намерение и твои усилия приведут тебя к тому, что ты действительно хочешь. Второе, мне кажется, что это мое педагогическое образование, что огромное количество мастеров действует абсолютно интуитивно, что очень хорошо, их интуиция позволяет им менять других людей. Огромное количество учителей действует не интуитивно, но я бы сказал спонтанно. Но спонтанно не всегда значит эффективно, потому что все-таки ретриты – это трансформация, это влияние на поведение, на мышление людей. И я считаю, что нужно разбираться в том, как люди меняются за счет своего опыта преподавания. Я преподаватель психологии, магистр психологии и много лет уделил такому понятию, как методология обучения. Я понимаю, как обучаются люди на разных уровнях, как они обучаются интеллектуально, как у людей меняется убеждение или верование,
как люди обучаются эмоционально, как люди обучаются каким-то навыкам. Да, я сам очень многим навыкам научился именно телесно, начиная там от дзюдо, музыки, йоги. И преподавание – это работа на многих уровнях, на интеллектуальном, на физическом, на эмоциональном, на духовном. И нужно разбираться в том, как люди обучаются. И в моих программах есть методология, есть объяснения и очень понятные механики, почему я делаю это так, почему я делаю те или иные вещи сейчас. То есть есть структура некая. И эта структура основана на опыте и на том, как учатся люди. Я общался с психологами, я какие-то вещи слышал, но не принимал, а здесь принял. И Б, я обучался до этого. Да, то есть я имею интерес к обучению, к знаниям, и они здесь, скажем, как-то вот на глубинном уровне ложатся. Все как-то структурировано. Ты очень много ментально работаешь, и еще телом работаешь. И вот, потому что у меня так голова, ладно, сильная, а вот тело нет. И тут вот все эти упражнения, эта йога каждый день, она дала свой эффект. И плюс я пошла на массаж, думаю, чтобы это все уже включить. И вот это все дает эти ощущения, которые никогда не были. Я поняла, что я с собой забираю, это работа с телом. На этом ретрите было очень много работы с телом. Огромное спасибо за потрясающую йогу. До ретрита я больше смотрела куда-то наружу, искала что-то извне. Ретрит еще не закончился, я еще здесь в тепличных условиях, но тем не менее, когда у меня возникает какой-то вопрос, у меня сейчас ощущение того, что есть какой-то источник во мне, не только снаружи. То есть снаружи это вот одно, но есть еще и я. И я, по сути, и есть во многом источником для себя. Вот это для меня было, наверное, важное ощущение. Наверное, самый большой мой вывод, что не нужно там оценивать как-то, там, выстраивать какое-то отношение к чему-то, просто делать. Одно дело, когда ты там прикинул такой, вроде это, но когда ты заходишь в практику и проживаешь ее, это вообще другие ощущения. И вообще другие там инсайты приходят, не то, что ты там прикинул, и тебе показалось озарение, а вообще другое. Вот это был для меня интересный опыт. Отдаться процессу и открыть для себя что-то этакое неожиданное. Вообще в целом ретриты для тех людей, которые готовы отпустить контроль, и которые готовы нырнуть в путешествие и готовы вернуться другими из этого путешествия, и которые реально готовы к изменениям. Я считаю, что огромное количество людей, которые якобы заявляют, что они хотят учиться и хотят меняться, в действительности просто нуждаются в объяснениях или просто нуждаются в большом количестве информации. Но потреблять много информации не означает ее применять и меняться. Ретрит для тех, кто готов меняться. Це для сміливих. Ретрит – це про сміливість. Тому що тут фальш не спрацює. Якщо хочеться ще показувати маску і свою красиву сторону, і не показувати своїх мінусів, то ще рано. Я благодарна очень Саше, я благодарна очень Питеру, я благодарна всем абсолютно, кто меня окружал и кто дал мне возможность раскрыться как личности, дал мне возможность открыть какие-то свои тайные стороны, какие-то свои тени, которые в будущем, я уверена, будут помогать мне двигаться дальше и расти. Почему для меня важно проводить живые ретриты? Мне кажется, ретриты – это возможность дать людям больше ценности, потому что онлайн-формат мне тоже нравится. Я очень много лет работал в онлайн-формате, но иногда за счет того, что я много учусь, получаю какой-то свой собственный жизненный опыт, я сталкиваюсь с тем, что есть большая потребность делиться, и онлайн-формат не позволяет делиться всем. Иногда нужен доступ к телу, нужно пространство, нужна группа. И мне кажется, за счет того, что нужен живой контакт, чтобы передать какой-то опыт, и нужна группа, и нужна некая концентрация в течение нескольких дней, для меня ретриты – это в первую очередь возможность поделиться определенной ценностью, которую, к сожалению, нельзя донести в онлайн-формате. Ну и, конечно, что тоже очень важно, это качество людей. Если долго
занимаешься личностным ростом, ты, как это правильно сказать, начинаешь отлетать в какой-то идеальный мир, что тебе кажется, что все люди проработанные, все осознанные, все полеченные, но так только кажется, потому что ты все время в контексте тех людей, которые развиваются. Но если ты выходишь из этой идеализированной скорлупы в реальный мир, ты понимаешь, что не все люди развиваются, не все толерантны, ценят границы, уважают твои ценности. Да, то есть мир, он очень сильно большой. И иногда в этом мире столько сложностей, столько проблем, иногда хочется какой-то свой островок адекватности. И такие ретриты — возможность встретиться с людьми, которые с тобой, можно сказать, одной крови или одних ценностей, и молчание с которыми имеет иногда больше смысла, чем разговоры с людьми, у которых другие ценности, ну, какие-то бессмысленные разговоры. Поэтому просто возможность встретиться, засинхронизироваться, разъехаться, пожить полгода-год друг без друга, снова съехаться. Я думаю, это именно об этом. Ретрит для меня был про людей. Конкретно это про качественную коммуникацию между людьми. И у меня было такое впечатление с первого дня, когда я рассматривала участников, у меня было такое четкое ощущение, что мы знакомы уже 1000 лет. И с этими людьми мне безопасно, я могу открываться, я могу быть настоящей, не бояться оценки. И, то есть вот какое-то, я чувствовала какое-то родство. Вот, мне мурашки, как обычно, тело не врет. Это восхождение на вулкан Батур. Когда мы всходили ночью, у меня такое четкое понимание пришло, что вот я нашла свой трайб, я иду со своим трайбом. Еще у каждого была эта палка в руке, я подумала, это такой ancient tribe. И я поняла, что у меня такого окружения, то есть друзья, да, но вот такого окружения, где у каждого есть такой общий настрой быть собой и открываться миру, вот, исходя отсюда. Вот, наверное, так. У меня есть радость, у меня есть счастье от того, что я про себя поняла, про то, что все люди, которые стали для меня родными, близкими, каждый абсолютно, они тоже для себя нашли то, что они искали. На самом деле в кругу принимающих людей, в кругу понимающих людей. И не просто, знаете, то есть прожить одновременно в очень заботливых условиях и прожить это интенсивно. Мы каждый проживаем свою историю, свою тему. У всех это разная какая-то тема, часть жизни. Но она очень перекликается. Мы все очень в разных кондициях сюда приехали. И можем так друг друга дополнять, подсвечивать. Вот это прикольно. You know, part of the inspiration for me is that if you want to work deeply with people, you have to open and work deeply with yourself. So something that's very beautiful for me is that I open to the group group opens to me and to each other, and there's the ripening of a very warm and connected feeling in which there's a lot of insight in the context of a lot of love. The sense of warmth and love, the opening of the heart. When I do the work that I do, I don't necessarily know exactly what is going to happen. I have a general direction, and it's always slightly miraculous to feel how from not knowing very amazing and beautiful things can happen. So I had a lot of joy from feeling people connected with their inner feelings and having a sense of them
coming into their own light and power. So that was a very beautiful gift for me. У меня намного сильнее такое принятие себя, других и доверие к миру. Наверное, вот это самое ценное и такое эссенс, что я отсюда взяла. В чем ценность личного контакта? Дело в том, что есть такой большой тренд на курсы, на инфобизнес. Люди покупают курсы, люди проходят огромное количество разных курсов, употребляют очень много информации. И когда мы употребляем информацию, нам начинает казаться, что информация дает инсайты. И, конечно, информация нас учит. Но информация – это не трансформация. Информация не всегда меняет наши жизни. Наши жизни и нас, как людей, как ни странно, меняют другие люди. Точно так же, как другие люди нас ранят, точно так же другие люди нас исцеляют. Очень сложно раниться об кого-то, а потом исцелиться медитацией. Это звучит красиво, но если просто сделать какой-то анализ жизни и посмотреть, что на самом деле менялось в наших жизнях, какие события этому способствовали, мы всегда увидим, что в наших жизнях появлялись новые люди, и об контакт, об взаимодействии, об отношении с новыми людьми мы становимся другими людьми. Ты у каждого человека, с которым соприкасаешься, учишься его жизненным позициям, его жизненному опыту. Он с тобой делится, что так возможно. А если у тебя не получается, он может подсказать, как это сделать. И это действительно волшебно. И эти люди, их жизненные истории, которые они прожили, которыми они делятся. И ты, когда смотришь на человека, кажешь, вроде как человек, да, обычный, но когда ты узнаешь его глубину именно в его жизненном опыте, через его пройденный путь, это какая-то магия, волшебство, это восторг о том, что, а действительно так можно было. Поэтому живой контакт, возможность коммуницировать с человеком, рассказывать о своих сложностях или проживать какой-то совместный опыт, на самом деле нас трансформирует. Можно об этом говорить с точки зрения химии, например, если подойдет такая метафора, что я, когда работаю над собой, просто онлайн или читаю какие-то книги, я один на один с собой. Но когда я с кем-то, да, моя биохимия меняется, мы как разные химические элементы соединяемся, и я выхожу новым из диалога. Вот эти диалоги с новыми людьми, они имеют критическое значение для нашей трансформации. Это первое, да, то есть информация – это не трансформация, и трансформацию в нашей жизни создают всегда другие люди, сообщества. Дуже круто створено. Це все, ми стали дуже близькі. Хтось показав мені тригер, хтось показав мені себе, хтось показав мені, як може бути, хтось. Тобто, я думаю, не випадково збирається така команда, якщо це можна, така група, тому що в кожному я знайшла щось для себе. Все эти люди, которые есть здесь, это как частички души, которые пришли сюда, чтобы передать то знание, тот опыт, ту любовь, ту заботу. И все это соединить воедино для твоей личной трансформации. This particular group was a very feminine group. A lot of people from the Russian and Ukrainian diaspora. And it was very wonderful to experience and share the power and presence of the feminine in the group field. В моем данном случае я беру для себя то, что я от этих людей, во-первых, мне такое ощущение, что я их раньше видел всех где-то в другой жизни. Я беру энергию женственную. Неспроста я был здесь один мальчик, и пришло много женственного того, что возможно любить. Это женственное, оно может себя помещать, оно может прощать, оно может давать, оно может то есть это настолько большое, что это как словами не описать. Вот это было настолько энергетически сильно и глубоко, что я такого не ощущала никогда на уровне чувств. Тяжело как-то это сейчас описать словами. Это нужно прочувствовать.
Вот. И я здесь так себя ощущаю, вот в таком в прекрасном состоянии, где я чувствую себя очень безопасно. Какая-то креативность проявляется. И мне это нравится. Я еще в подростковом периоде решила, что я буду всегда сильная. То есть никогда не буду плакать. И все. А тут я уже третий день, какие-то вопросы задаются или отвечаются, и у меня слезы текут. Я говорю, ну что за дела? Ни туды, ни сюды. Но это реальность. Это мое тело так реагирует. То есть я начала быть более целостной. You know, if I think of a kind of important enigma for me that is not a new enigma, but comes up in this kind of work, which is that very strange meeting point between our individual separateness and this very deep and subtle connection with other people individually and also sometimes in the group field, and the sense of which in a way I don't have to do anything. I just there, a bit like a mirror or a trampoline in which something happens and the responses, first of all coming from the field, from the reactions and the requests of individuals, their questions, the things that come up, and how that meets something in me, and then something happens which is a bit like a sort of mysterious alchemy. You know, it's like, it's not that I don't do anything, but what I do isn't as important as the doing as a kind of spontaneous responsiveness from within me to what is present. So there's always the sense of like a kind of cosmic teamwork between something individual in me, my history, the things that I've experienced, and something that is completely beyond me and the other person, which seems to know more about things than I do, but is able to use my experience. You know, a bit like how ChatGPT sort of, you give it some documents or some information, and it's enriched, but it's somehow enriched with something from you. So it's difficult to put into words, but it's something like that. The meeting between me and you in something that's a mystery to both of us, and at the same time is not a mystery at all. It's beautifully unusual and beautifully ordinary. На такие ретриты обычно съезжаются незнакомые люди, а уезжают очень знакомые. И с точки зрения того, почему люди дружат после ретритов или находят своих людей на ретритах, связано в первую очередь с тем, какой опыт они проживают или через что они проходят. Потому что качество отношений очень часто определяется сложностями, которые мы прошли вместе. И ретриты построены так, не только чтобы мы получали позитивные эмоции и только на хорошем. То есть ретриты не носят только развлекательный характер. Это в том числе образовательный характер, терапевтический характер. Мы в том числе говорим о сложных эмоциях, о сложных ситуациях. И сплочение группы и сильные отношения между людьми заводятся и создаются не тогда, когда мы проходим через какой-то хороший опыт или веселый опыт, а как раз тогда, когда мы проходим вместе через сложный опыт. Мы проживаем определенный опыт вместе, и наша способность держаться вместе, проживая этот опыт,
в итоге приводит к тому, что мы сплочаемся и дружим с семьями, крестим детей. Поэтому ретриты и вообще офлайн мероприятия – это просто отличное место, где можно найти своих людей по духу. Своих людей именно по духу, которые могут говорить на разных языках, жить в разных уголках планеты, но стать друзьями за считанные дни на очень-очень долгие годы. Здесь у меня начать доверять людям, этот процесс происходил в очень ускоренном режиме. Открыться, довериться, там, теплые ощущения к ним у меня возникали очень рано. И, по сути, да, эта версия мне нравится намного больше, чем когда ты там присматриваешься, осторожничаешь, там убеждаешься, что не будет там ничего плохого. А здесь было как-то про доверие, про отпустить и про то, что с тобой случается только все самое лучшее. Вот. Я уверена, что мы будем общаться, встречаться, что это не просто какая-то мимолетная встреча. Собирается поле людей, тех, кто должен был сюда попасть и не попали, кто не должен был, ну, вот как я, у меня тоже были такие преграды, я думала, это будет летом, а оно оказалось в начале марта, я не готова была ни финансово, никак, и потом понимаю, ну, раз это такой подарок, ну, я должна все сделать, чтобы именно попасть, і я не жалею ні разу. Це було неймовірно. Це реально була подорож до себе. Найбільше сподобались наше ком'юніті. Це унікальні люди, поле відкритості, щирості, довіри, де можна бути собою, де можна рости поруч з цими людьми, розвиватися, пізнавати себе. От кожна людина – це як дзеркало. І мені підсвітили такі речі, які я собі реально не бачила. І тепер, коли я це усвідомлюю, я розумію, як класно, що відбувся зі мною ретрит. The main thing is a kind of sense of renewal. A renewal in their connection with themselves and a renewal in their connection with life. On the feeling level, you could say that we have many desires in life, but underlying all those desires is a very deep longing for something profound and meaningful. And it's really a purpose and an outcome of this retreat that people feel that they have a deeper connection with that sense of the source of what their being is trying to become in this life. Ніби я була разом з усіма своїми частинками непроявленими або проявленими, да? І це теж про ці 7 днів. У меня, получается, я 2 месяца лежала, то есть горизонтально, и потом я начала потихонечку ходить. До месяца, до поездки сюда у меня максимум, который я продержалась на ногах, это было час. По тротуару плоскому, чтобы не было подъемов. Поэтому то, что произошло, что я поднялась на вулкан, спустилась, еще мы пошли в источники, пришли еще уже там, это все шло, и я еще живая, и у меня еще много энергии, это удивительно. То есть логически это не входит. А если смотреть со стороны вот этого энергии, духа, все прочее, или, как говорится, зова, тогда это только так можно объяснить. Я обрела действительно такую очень сильную энергию внутри. Я вертаюся відкрита, вразлива, з цікавістю до життя, що воно мені принесе. Ощущаю себя такой расслабленной, что ли. Наповнено, заряджена, є розслаблення, натхнення. І ще хочу порефлексувати з цим. Хочу ще побути з цими відчуттями, тому що тільки сьогодні були останні наші заняття, да, тому що все дуже так насичено, всього багато. Але це була реально подорож до себе, це маленьке життя.
яке залишиться в моєму серці, і це було сильно. Ты знаешь, мне здесь больше, чем понравилось. Полностью, начиная от вайба, что для меня невероятно важно. Вайб, который создается самим островом, этим местом, где мы медитируем, проходим практики, общаемся с Питером, общаемся с Сашем. Здесь особая наполненность, здесь мне показалось, что все не случайно, потому что в каждом человеке, с которым я взаимодействовала, я многое увидела. Я что-то для себя поняла. И в целом, если бы у меня были какие-то ожидания, эта поездка получилась спонтанной, но если бы были ожидания, я думаю, что реальность бы их всех превзошла. Я чувствую, что сейчас я приняла себя. То, что я отрицала, я сделала своей силой и получила очень много обратной связи от участников, что на самом деле моя сила в моей тени, и вот и прочувствовала это. То есть тяжело мне слова подобрать. Для меня это все весь ретрит для меня это прочувствовать. Не думать, то есть, как сказать, не быть в голове, а быть в полном контакте, так скажем. То, что здесь мы увидели в друг друге, да, это такой скарб, который я нашла для себя. Это людей, которые не боятся уходить в глубину, которые остаются собой и пытаются искренне помогают другим соединиться вот с частью себя также. Если ты хочешь больше, чем у тебя сейчас есть, надо приехать сюда на ретрит и раскрыть весь свой потенциал. Ти дізнаєшся про себе те, що ти вже роками не могла знайти. Это встреча с собой, чтобы сверить себя со своим внутренним компасом. Туда ли я двигаюсь, там ли я нахожусь. И эти ответы будут здесь открыты. Ищите себя, и вы точно найдете. А это то место, которое вам даст эту возможность. Не бойся, потому что все получится. Это прекрасная возможность, опять же, позаботиться о себе, понять себя лучше. Прекрасная возможность понять вообще, а зачем я живу, куда и про что вообще, в принципе. Чего я хочу на самом деле от себя, от жизни, от других людей. Не бойся узнавать себя, не бойся изучать себя, потому что только так можна полюбити себе. А якщо ви готові пізнати себе і хочете дійсно зрозуміти, хто ви, про що ви, які ваші цінності, яка ваша ідентичність, як вас бачать люди, що вони відчувають, якщо ви готові зустрітися з цією правдою про себе, тому що там є і хороше, і є тінь, яку часто ми не хочемо показувати, то вам пора на цей ретрит. Какие бы ни были твои представления и ожидания от ретрита, ты получишь гораздо больше, чем ожидаешь. Всім така вдячність глибока від ідеї Олександра, від цього місця Пітера, від його мудрості, вдячність взагалі за цю можливість фізичну, да? Вдячність, звісно, своїм рідним, вдячність всім учасникам і всіх, хто нас тут, як кажуть, робив нам добро кожен день. І нас їжею кормили смачною, валійською, робили нам уют у будинках. І дякую природі. Природа просто неймовірна.
Благодарю за то, что все это есть, все здесь и за вас. Каждая из вас, которая тоже вот отзеркаливает какую-то мою часть души, которая хочет проявиться. И я вижу это в вас, и мне прям это ще більше вдохновляє. Благодарю. Дуже хочу подякувати Саші Стручаєву за це поле, тому що він організатор, і це його ідея, його задум, і те, як це все пройшло, це просто це вау. Хочу подякувати команді, тому що за кулісами було дуже багато всього різних процесів, тренерам, Пітеру, всім іншим наставникам, які з нами працювали, цій природі, цій прекрасній землі, яка нас прийняла. Дякую. І, звичайно, Пітеру в Ріці, тому що це його простір, і він нас дуже люб'язно, гостинно прийняв, і його дружина. Тому всім дякую. Навіть погоді хочу подякувати, тому що з погодою нам теж дуже пощастило. Господи, ребята, вы просто все вот. Я хотела бы вот так вот всех обнять. Well, if you resonate with what you've been seeing and hearing in this this movie, this film, and you feel it's the right time for you to take a break, I think you could find that this is a very, very valuable and beautiful experience. I've known Alexander Struchev, I guess for not far off 20 years, since he was a young man on I think my first visit to Kiev. I arrived by train from Moscow, and there was this bright-eyed young man in the group, and over the years, you know, he's grown and developed and done so much through his work. And I think if you have the chance to spend time with him, it's a very beautiful and valuable thing to do.